Дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле. И сегодня совершим прогулку по одной из улиц старого города. Мы входим в город через Дамасские ворота. Это самые красивые ворота старого города. Я подробно о них рассказывал в одном из роликов, посвященных стенам Иерусалима. Эти ворота ведут в мусульманский квартал города. Когда-то от этих ворот начиналась долина Терапион. Она тянулась до города Давида. Ее ширина была 100 метров, а глубина достигала 25 метров. Колебалась от 4 до 25. Но с течением столетий долину заложили камнями, и сегодня улица практически прямая. Я не буду сегодня много рассказывать, просто хотелось бы вам показать эту улицу и дать возможность проникнуться той атмосферой, которая здесь витает. От ворот начинаются две улицы. С правой стороны улица ведет в христианский квартал города и к храму гроба Господня, а с левой стороны улица ведет в еврейский квартал и к стене плача. Вот мы как раз пойдем по улице, которая ведет в сторону стены плача. В римские времена здесь была главная улица города, так называемая Карда Минор. Сегодня улица называется Гай, или по-арабски Аль-Ват.
Мы дошли до перекрестка улицы Агай с улицей Виа-Долороса, улица Крестного Пути. На этом перекрестке находится старейший христианский странноприимный дом в Иерусалиме, австрийский хоспис. Он был построен в 1854 году по инициативе архиепископа Вены и при деятельном участии императора Франца Иосифа. Во время своего посещения Святой Земли император пребывал и в этом странноприимном доме. На этом же перекрестке находятся 3-я и 4-я остановки Крестного Пути, место первого падения Христа и встреча с Матерью. В 20 метрах еще одна остановка Крестного Пути, встреча с Симоном Кириянином. Христос здесь упал еще раз, и римляне обеспокоились, что он может не дойти до места казни, и остановили человека из толпы, Симона Кириянина, и дали нести крест Иисуса. Я люблю втыкать, я втыкаю. Мы с вами сворачиваем, не доходя до Стены Плача, в направлении Малой Западной Стены. Идем по лабиринту узких улиц и низких арок. Это наследие XIII века. Если хотите окунуться в эту таинственную атмосферу, то добро пожаловать ко мне на экскурсию. Когда мы будем в Иерусалиме, обязательно пройдем по этому удивительному лабиринту.
Некогда здесь располагался Рибат Курт, гостиница для мусульманских паломников. Мы вышли во внутренний двор этой гостиницы, и здесь находится Малая Западная стена. Она не так известна и популярна, как Стена Плача, поэтому здесь практически никогда нет людей. Но она также является частью Западной стены и Иерусалимского храма. И, кстати, она находится ближе к Святая Святых, чем Стена Плача. Вот перед вами свидетельство Ветхого Завета. А мы на этом заканчиваем. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексейчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно для дальнейшего развития канала. И храни вас всех Господь!